Всех приветствую на нашем канале. В этом видео я собрала много полезной информации, которая может вам пригодиться перед круизом. Также, если у вас есть вопросы, обязательно задавайте их в комментариях, и я постараюсь на них ответить. Вся информация, которую я выкладываю, касается конкретно круизного лайнера MSC Music. На других лайнерах, и тем более круизных компаниях, скорее всего, будут отличия. Вот так выглядит круизная карта. Вы ее получите тогда, когда зайдете уже на лайнер. Когда мы поднялись в нашу каюту, запечатанный конверт с круизными картами уже висел у нас на двери, на дверной ручке. Но мы каюту знали заранее. Тем, кто не знает каюту, наверное, нужно будет подойти на ресепшн. Так, здесь указывается информация, название корабля, даты круиза. Ваша каюта, у нас в данном случае Аурея, закрепленный ресторан, где находится на 6-й палубе данный ресторан. Также смена или время питания, но у нас здесь функция My Choice, поэтому у нас здесь не указано. Номер каюты, палуба, номер палубы, где расположена каюта, ну и ваша фамилия, имя, ну и ваше гражданство. Это основная информация. Вот эта бирочка приклеиваться будет уже, когда вы будете сходить с корабля для получения багажа. Круизную карту нужно обязательно всегда иметь при себе. Еще удобно ее вешать на шею, на ланьярды. Ну, то есть такая веревка, тесьма для бейджиков. Также обязательно все новенькие, кто сел на борт корабля, должны пройти технику безопасности. Это оповещают или по громкой связи, по-моему, нас даже на русском оповещали, или же принесут данную информацию в каюту. Нужно будет одеть спасательный жилет и спуститься в то место, которое указано, для того, чтобы вам показали, где будет находиться ваша спасательная шлюпка в случае непредвиденных обстоятельств. Мы проходили эту технику безопасности на 7-й палубе. С лифтами на лайнере музыка. Есть нюансы. Если вам нужна 13-я и 14-я палуба, вам нужно идти или в нос корабля, или же в корму корабля. В середине лайнера лифты, они будут ехать только до 12-го этажа. На палубах расположены вот такие большие экраны. Ими можно пользоваться так же, как и приложением на телефоне. То есть посмотреть всю информацию. Программа на день. Даже можно бронирование какие-то делать. А вон, давай по погоде посмотрим. Завтра, это на Ибицу только. Калерия. 17:25. А дождей не будет, да? Очевидно, ветки. Ага, 16:27. Отлично. Раньше разносили вот такие программки дня на каждый день. Сейчас бумажный вариант они не приносят. Это вот в первый день мы на ресепшн взяли. Вроде нам обещали приносить. Короче, так и не принесли. За бумажной программкой вам придется, по крайней мере, на MSC Music, вам придется спускаться на ресепшн. Но в любом случае вся информация есть на мониторах, на палубах. Большие такие есть экраны. И также в телефон закачивается приложение MSC for Me. MSC for Me. В это приложение вы сможете войти только тогда, когда у вас будет уже номер бронирования. Чтобы у вас корректно работало приложение, чтобы у вас, получается, полностью появилась вся информация по лайнеру, по вашему счету, вам необходимо подключиться к этой Music Hotspot. Полноценно у вас приложение будет работать только на борту.
То есть вы можете дома его скачать, ввести номер бронирования, но вся информация необходимая появится только когда вы заселитесь на лайнер. Попалась информация, специально снимаю, чтобы вы могли сравнить. Вот это цены на корабле на покупку пакетов по напиткам. То есть те цены, которые будут действовать, если вы захотите их приобрести на борту. Ну и скорее всего, ну не скорее всего, а точно при покупке круиза, если вы будете покупать пакет напитков, он окажется гораздо дешевле. Если вы купили пакет Easy Package по напиткам, то воду вы можете брать в баре. Мы набирали ее, и когда у нас были остановки, мы полностью целый день пользовались этой водой. Также советую взять с собой в круиз пакетики одноразовые и термос. На завтраке мы наливали себе чай и делали бутерброды, которые брали с собой в город. По крайней мере, так можно сэкономить 50-100 евро в день. Вынос еды на корабле запрещен, но у нас ни разу никто ничего не проверил. Пакет стирки мы покупали еще при заказе круиза на земле. Если брать его здесь, он будет дороже на 15%. Если эта стирка не экспресс, обычная, то есть сутки, мы вчера утром ее сдали, сегодня вот после завтрака нам ее принесли. Выгоднее намного постирать и погладить, чем чисто отдельно заказывать глажку. Мы брали пакет на 20 вещей. Стоимость пакета стирка, глажка, 20 вещей, 36 евро. Это при покупке круиза. Если у вас выкуплен пакет по стирке, и даже если он у вас не выкуплен, но имейте в виду, что это будет дороже на корабле, чем при покупке круиза. В каждой каюте лежит вот такой пакет и вот такая накладная. Здесь указываете количество штук каждого наименования. На русском, кстати, есть. Все укладываете в пакет и выставляете. Можно на ручку каюты повесить, можно рядом с дверью поставить. Это обязательно нужно сделать с утра. Обязательно. Есть еще экспресс. Они в этот же день возвращают, но мы не пользовались этой услугой. Что касается интернета, то на лайнере мы не приобретали пакет интернета. Мы в дорогу просто купили eSIM-ку через приложение Mobimator. Тариф называется 41 страна. Это Европа плюс Турция. 20 гигабайт за $20 и на 30 дней. Нам этого пакета спокойно хватило и на отпуск, и на круиз. Интернет был хороший во всех городах Европы. И так как корабль почти везде идет вдоль берега, у нас практически весь круиз на корабле был интернет. Кроме одного дня, когда мы целый день находились в море. Так что рекомендуем. У нас заканчивается круиз. Завтра мы уже высаживаемся в Чивитавекья. Это порт Рима. Принесли нам вот такую заблаговременную бумажку, в которой написано: первое, что за день, получается, до высадки опечатывают мини-бар. И мини-бар последние сутки вам уже будет недоступен. Кстати, мини-бар будет платный, даже если у вас выкуплен пакет напитков. Второе. Оплатите свои счета. Это тоже нужно сделать заранее, потому что перед высадкой будет, скорее всего, огромная очередь на ресепшн. Также на 7-й палубе у них есть специальные терминалы, где можно рассчитаться карточкой. Мы делали это сегодня за сутки до высадки. И очереди не было. Спокойно подошли мы и оплатили. Третье. Каюту нужно будет освободить уже в 8 утра. Какие-то личные вещи, которые вам, типа ручной клади вы с собой берете, можно оставить на 5-й палубе около ресепшн с 7:30 до 13:30. Также приносят вот такие бирки для багажа. Их необходимо налепить на свой багаж.
Так, по-моему, они даже, возможно, клейкие вот в этих местах. Точно не знаю. За ручку, вокруг ручки. Да, вокруг ручки все это дело обмотать. Так, и необходимо весь багаж, да, как показано на рисунке, вокруг ручки обмотать. Так, и весь багаж необходимо выставить с 22 часов до часу ночи перед высадкой. Вся информация по этой поездке находится у нас в плейлисте «Италия плюс круиз плюс Европа». Вы можете зайти на канал и найти этот плейлист. Или же я оставлю ссылочку под видео. Там тоже очень много полезной информации. В этом видео я постаралась собрать максимум полезной информации для вас, которая может вам пригодиться. У нас, по крайней мере, очень было много вопросов перед первым круизом. Надеюсь, что вы нашли ответы на свои вопросы. Также не забывайте ставить лайки. Таким образом, вы нас мотивируете на создание новых видео для вас. На этом на сегодня все. Всем удачи и пока-пока.